Это дело оставалось нераскрытым долгие 31 год. Семья жертвы не оставляла надежды найти виновного и всячески подталкивала правоохранителей. Их настойчивость не осталась без ответа, и убийцу удалось идентифицировать. События разворачивались в Канзас-Сити, городе на западной границе штата Миссури, США. Именно здесь родилась и выросла Фаун Мари Кокс. Она появилась на свет 24 марта 1973 года в семье Беверли и Джона Кокс. Фаун была старшим ребенком в семье и имела двух младших сестер – Фелису и Эмбер. По словам сестры Фелисы, Фаун была милая, любящая и общительная девушка. Длительное время принимала участие в церковной деятельности в церкви Sheffield Assembly of God. В предстоящем году должна была начать обучение в младшем классе North East High School. Любила плавание в летнее время, походы с дедушкой и бабушкой, катание на роликах и просто гулять с друзьями. 29 июля 1989 года Фаун работала кассиром в развлекательном парке Worlds of Fun. Мать с сестрой Фелисой забрали ее вечером с работы. Сразу по возвращении домой Фаун пошла спать на второй этаж дома, так как на следующий день ей опять нужно было выходить на работу. Младшие сестры Фаун, Эмбер и Фелиса обычно спали с ней наверху, но в ту жаркую ночь на втором этаже спала одна Фаун. Остальные спали на первом этаже. Утром будильник Фаун прозвенел в 9:30. Когда она не выключила его, ее мать и младшая сестра Фелиса поднялись наверх, чтобы посмотреть, что происходит, и нашли Фаун лежащей на кровати. Ее сестра сказала, что подошла ее встряхнуть, но Фаун не реагировала. Она была мертва. Убийца проник в дом через окно на втором этаже, возможно, забравшись на пикап, изнасиловал и задушил девушку, в то время как остальные члены ее семьи спали. Ее сестра Эмбер утверждала, что из дома пропали радио и стерео. Также в комнате обнаружилась старая шляпа в стиле милитари, которую, возможно, случайно оставил убийца, так как ни у кого в семье такой шляпы не было. Ее семья говорила, что в ту ночь они ничего не слышали, потому что были включены кондиционеры. Однако Фелиса помнит, что в тот вечер собака вела себя возбужденно, и все подумали, что это из-за ее беременности. По словам капитана полицейского департамента Канзас-Сити Бенджамина Колдуэлла, детективы, назначенные для этого дела, собирали улики очень усердно. Однако в 1989 году они не осознавали, насколько ценными станут некоторые из собранных улик. Несмотря на то, что полиция собирала физиологические жидкости у потенциальных подозреваемых, в то время они могли всего лишь сравнивать группы крови. Изначально полагали, что в доме было несколько людей, которые пришли на ограбление, увидели спящую Фаун и решили ее изнасиловать. Полиция пыталась найти связь с вечеринкой одноклассника Фаун, которая проходила в нескольких кварталах от ее дома, а также со стрельбой на улице, что произошла в ночь убийства. По подозрению в убийстве были задержаны и обвинены 3 подростков, которые в свою очередь возлагали вину за убийство на банду псов с 9-й улицы, однако подтверждений этому найдено не было. Один из подростков содержался под стражей в течение 8 месяцев, прежде чем тесты ДНК не подтвердили, что он невиновен, после чего он был освобожден. В итоге ключевой свидетель по делу отказался от своих показаний, и с других несовершеннолетних были сняты все обвинения. Так дело заморозилось. Несмотря на это, полиция Канзас-Сити бережно хранила все доказательства. Каждые 10 лет доказательства повторно проверялись, возвращаясь в лабораторию для дополнительного тестирования. Полиция также распространяла фотографии и зарисовки с места преступления, сделанные детективами. В 2000 году The Kansas City Star сообщила, что семья предложила вознаграждение в размере $3000 в надежде, что это приведет к обнаружению убийцы Фаун, однако это не дало результатов. По мере развития технологий отдел полицейского департамента Канзас-Сити по делам без вести пропавших лиц пересмотрел дело. Они решили, что первоначальное расследование зашло в тупик
и только наука поможет раскрыть убийство Фаун. В 2000-х годах ученые из данного отдела разработали профиль подозрительной ДНК из жидкости организма, которые были собраны и сохранены в 1989 году. Они загрузили его в национальную базу данных CODIS. Это национальная база данных ДНК уголовного правосудия. Совпадений найдено не было. Капитан Колдуэлл говорил в интервью телеканалу KSTV5 News, что тот, кто ее убил, либо никогда не обвинялся в уголовном преступлении, либо его уже нет в живых. Люди не начинают убивать, а затем прекращают и избегают неприятностей, как будто ничего не произошло. Также он добавил: Не было крика, не было следов борьбы. Фаун не проявляла беспокойства до самой своей смерти. По выбору этого дома и этого окна, чтобы войти незамеченным и уйти незамеченным, можно предположить, что подозреваемый или подозреваемые знали Фаун. Шли годы. Детективы полицейского департамента Канзас-Сити продолжали встречаться с семьей Фаун и исследовать любые возможные зацепки. Несмотря на то, что дом семьи сгорел через пару лет после убийства, капитан Колдуэлл постоянно посещал место преступления, чтобы еще раз опросить соседей, чтобы прояснить, что могло произойти в ночь убийства, как преступник мог скрыться с места преступления. В середине второго десятилетия 2000-х полиция повторно допросила бывших несовершеннолетних подозреваемых, которым первоначально было предъявлено обвинение, и взяла у них образцы ДНК. Однако они не совпали. Фелиса Кокс говорила, что ее семья разочарована, зная, что дело можно раскрыть с помощью расширенного ДНК-тестирования, но этого не делают. Она сказала, что в то время, как кто-то там живет нормальной жизнью, Фаун не суждено вырасти и жить дальше. С начала проведения данного тестирования с 2018 года было раскрыто более 100 нераскрытых дел. Однако полиция не могла провести данные исследования из-за отсутствия финансирования. Как сообщал канал KSTV5 News, чтобы начать процесс, нужно $1500, и будет разработан грубый профиль, который включает в себя цвет волос, глаз и кожи. Еще за $3500 готовится генеалогический отчет, включающий в себя родственников. Полиция может тратить средства на отслеживание всех этих родственников, либо заплатить еще $1600 за получение фотографий преступника по ДНК. Боль в жизни из-за нераскрытого убийства Фаун была сокрушающей для ее семьи. Они отказывались сдаваться. Они собирали средства в фонд Crime Stoppers с помощью вывешенных билбордов, где просили чаевые и предлагали вознаграждение за любую информацию, которая поможет раскрыть дело. Они предлагали оплатить процедуру своими деньгами либо деньгами из фонда. Они завели YouTube-канал и страницу на Фейсбуке в память о Фаун. Регулярно высказывались о необходимости проведения тестов в СМИ. Однако полиция отказывалась принимать средства. Сержант Джейк Бикина в интервью телеканалу KSTV5 News говорил: Мы очень беспокоимся, что можем попасть в ситуацию, когда одна семья может что-либо оплатить, а другая нет. Вы знаете, мы очень об этом беспокоимся. Мы хотим работать со всеми одинаково. В группе Фейсбука люди постоянно спрашивали, почему не проводят исследования, может, они потеряли улики. В ответ на обвинение капитан Колдуэлл продемонстрировал все улики по делу Фаун в эфире телеканала KSTV5 News, а также сказал, что он знает, что дело Фаун может быть раскрыто с помощью технологии расширенного ДНК-тестирования. Фелиса Кокс заявила в интервью данному телеканалу: «В глубине души я все еще верю, что если бы она была кем-то важным, то они позволили бы этой семье использовать свои деньги для оплаты ДНК. Или эти деньги появились бы гораздо быстрее, чем через 31 год, если бы она была дочерью губернатора, мэра, высокопоставленного юриста. Это было бы большим толчком для решения данной проблемы. Мы были семьей низшего класса, живущей в небогатом районе». Летом 2020 года операция «Легенда» прибыла в Канзас-Сити, привлекая федеральные ресурсы в департамент полиции, сосредоточенные на раскрытии насильственных преступлений, что позволило им использовать передовые технологии ДНК.
Правоохранительные органы смогли сравнить профиль ДНК неизвестного подозреваемого с другими национальными базами данных и построить генеалогическое древо, сузив поиск до небольшого пула подозреваемых. В результате помощь ФБР помогла полиции преодолеть финансовые препятствия для проведения теста, и в течение нескольких недель дело было раскрыто. 10 ноября 2020 года полиция сообщила семье Фаун о раскрытии убийства. Сержант Бекина сказал телеканалу KSTV5 News. Это то, для чего работает каждый следователь, каждый детектив. Это тот день, когда они могут окончательно сообщить членам семьи жертвы, кто несет ответственность за смерть их близкого. Это, конечно, не вернет человека обратно. А в данном случае мы даже не можем привлечь виновного к ответственности, так как он умер много лет назад. Но это является облегчением для данной семьи. В конечном итоге обнаружили, что кровь и сперма, оставленная на месте происшествия, принадлежали двоюродному брату Фаун, Дональду Коксу-младшему, которому на момент убийства был 21 год. Однако он умер в 2006 году. Так как умер он при подозрительных обстоятельствах, у него взяли образцы крови. Позже было установлено, что его смерть не была насильственной, и умер он от передозировки наркотиков. Однако образец его крови был сохранен в базе. Судмедэксперт, который расследовал смерть Фаун, взял данный образец крови. Сотрудники криминалистической лаборатории извлекли ДНК из этого образца и сравнили его с профилем ДНК из физиологической жидкости, обнаруженной на первоначальном месте преступления в 1989 году. Результаты совпали. Оба родителя Фаун еще живы, и они очень опечалились, но почувствовали облегчение. Они сказали, что иногда задавались вопросом, виновен ли кузен. По словам семьи, Дональд был заядлым тусовщиком, злоупотреблял психотропными веществами, имел проблемы с гневом, из-за чего очень часто менял место работы. За 3 года до смерти он начал употреблять наркотики. Он привлекался к ответственности за кражи, продажу краденого, хранение наркотиков, пьянки в общественном месте, подделку чеков. Но несмотря на все это, он никогда не привлекался к уголовной ответственности за насильственное преступление. Поэтому его и не смогли найти в базе при первоначальном расследовании. Сестра Фаун Фелиса сказала в интервью телеканалу KSTV5 News: Это облегчение, дело закрыто. Ответы не всегда являются такими, которые мы хотели бы услышать, но дело закрыто. Факт, что это тот, кого вы хорошо знаете, и в действительности ваш родственник, как позволяет справляться вашей семье. Я думаю, у нас все в порядке. У нас все в порядке. Просто ответы помогают.